Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. С вами бабушка Сонбо. Добро пожаловать в мир сказок. Продолжение сказки «Розовый мотылек». 3 глава. Король зашел в покои старшей дочери и аккуратно положил Абби на кровать. Взял ее руку и погладил. Дочь открыла глаза и произнесла: «Мне больно, я не могу летать». Королева стояла рядом, она спросила у своего супруга: «Что она говорит? Где у нее болит?» Принцесса Абби тихим голосом повторила: «Мои крылышки болят, я не могу летать». «Как же так?» – взмолилась королева. «Наша дочь теперь навсегда останется мотыльком? Что нам теперь делать?» Король не смог ничего ответить своей супруге. Он распорядился позвать в тронный зал всех магов, волшебников и чародеев. Когда все собрались, он сказал: «Моя старшая дочь Абби нашлась, но она в тяжелом состоянии. Принцесса была превращена в бабочку, у нее обожжены крылья. Я должен вас спросить, как спасти ее и что нужно сделать?» На середину зала вышел самый старый и мудрый волшебник. Он обратился к королю: «Ваше Величество, позвольте мне осмотреть вашу дочь». Король сопроводил старого волшебника в покое старшей дочери. Когда они вошли, мать и младшая дочь отошли в сторонку, чтобы дать возможность подойти и осмотреть принцессу. Старик взял свою волшебную лупу и стал разглядывать опаленные крылья принцессы. Он произнес: «Я все понял. Она не смогла прожить до конца свое перерождение должным образом, поэтому, будучи человеком, и не смогла сбросить с себя облик бабочки. А виноват в этом кто-то из магов или чародеев. Но ее можно спасти, если соткать полотно из паутины кокона, в котором она была, а из полотна вырезать кусочки, с любовью в сердце и обязательно простой иглой заштопать ей крылья. Тогда она поправится, и ее жизни больше ничего не будет угрожать. Но если крылья почернеют, принцесса умрет». Король стал еще мрачнее. Он не мог представить себе, где искать этот кокон, в котором была его дочь. Он спросил сам себя вслух: «Где нам искать этот кокон?» «Отец, я знаю, кто нам поможет!» — радостным голосом крикнула его младшая дочь. «Розовый мотылек летал в нашем саду. Я видела это много раз из своего окна. Он всегда летал рядом с нашим садовником». Король и королева побежали в сад и, найдя садовника, стали наперебой говорить, перебивая друг друга, из-за чего невозможно было их понять, что они хотят сказать. Тогда принцесса Вики крикнула: «Стойте! Молчите все!» Она подошла к оторопевшему Эльрику и спросила его: «Ты видел здесь в саду розового мотылька?» Он ответил: «Нет, сегодня я его не видел с самого утра», — с грустью произнес он. Принцесса продолжала его спрашивать: «Может быть, ты видел здесь в саду розовый кокон, в котором была бабочка?» «Я видел здесь розовую гусеницу, которая плела свой кокон», — ответил садовник и добавил: «Он вон там, на кусте розовой розы». «Скорее показывай!» — закричали все в один голос, и все гурьбой пошли вслед за ним.
Эльрик подошел к розам, наклонился и бережно снял с куста розовый кокон и дал его королю. Тот произнес: «Теперь нам надо из этой паутины соткать ткань, но кто это сделает?» — спросил его величество. «Моя матушка искусная ткачиха. Она ткет полотно из любой нити, даже из паутинки», — произнес садовник. «Ваше величество!» — вмешалась королева. «Он совершенно прав. Его мать ткет удивительные ткани. Об этом знают все в нашем королевстве». Король распорядился приготовить ему тотчас же карету. Их младшая дочь осталась ухаживать за своей сестрой Абби. К дому ткачихи подъехала роскошная карета. Из нее вышли король с королевой. Хозяйка вышла из своего дома. «Приветствую вас, ваше величество!» — поклонилась она гостям. «Чем я могу вам помочь?» — спросила женщина. «Моя дорогая!» — произнесла королева. «Я много раз заказывала у тебя разные ткани, и они прекрасны, легкие и воздушны. Нам нужна твоя помощь!» Она взяла кокон из рук короля и протянула его ткачихе и спросила: «Ты можешь соткать ткань из этого?» Ткачиха взяла в руки розовый кокон и ответила: «Я сделаю это. Завтра все будет готово. Я принесу ткань прямо во дворец». Когда на следующий день ткачиха принесла тонкую розовую ткань, король отсыпал ей 50 золотых монет. Это было очень много. Ткачиха сказала: «Ваше величество, это слишком много. Вы должны мне всего лишь 5 золотых». За ее честность король приказал своим слугам отсыпать женщине в 2 раза больше. Слуги тут же выполнили приказ короля и принесли сундучок, в котором лежало 100 золотых монет. Это было целое состояние. Ткачиха поблагодарила его величество, откланялась и ушла домой. После того, как ткачиха ушла, королева взяла полотно и пошла в покои своей старшей дочери. Она вырезала нужные кусочки, взяла простую иглу и стала сшивать крылья. Но принцесса Абби не поправилась. Пришитые кусочки почернели и не срослись. Королева очень расстроилась. Тогда ткань взяла младшая дочь Вики и также выкроила нужные детали и стала сшивать. Но и на этот раз крылья не срослись, и старшая принцесса по-прежнему страдала. Король снова вызвал к себе старого мудрого волшебника и спросил его: «Моя жена и младшая дочь пытались заштопать крылышки, но они почернели и отвалились. Неужели у них нет любви к принцессе?» Старик ответил: «Нет, не в этом дело. Любовь должна быть иной, не материнской и не сестринской, а совсем другой. Если найдется тот, кто, несмотря на ее крылья, полюбит ее, только тогда они срастутся. Но на этот раз нужно сделать все правильно, ведь ткани осталось только на последнюю попытку». Король издал указ, и глашатаи раструбили его на все королевство. В нем говорилось: «Кто сможет полюбить мою дочь и сошьет принцессе крылья, и если она поправится, то я, король, отдам ее за него замуж. А если принцесса не поправится, то он будет изгнан из сказочного королевства навеки». Смельчаков не нашлось, только злой чародей вызвался это сделать. Он согласился сшить принцессе крылья, и король дал добро. Чародей очень хотел заполучить принцессу Абби в жены,
Другого шанса у него не было. Злодей вырезал из остатков ткани недостающие кусочки, взял иглу и стал сшивать. Крылья стали срастаться, и принцессе Абби стало легче. Она открыла глаза. Все обрадовались этому. Король и вся его семья были счастливы. Но злой чародей сшил крылья не простой иглой, а волшебной. Принцесса улыбнулась и поднялась с кровати. Она обняла маму и отца, потом повернулась и обняла свою младшую сестренку. Все были рады. Король объявил, что отдаст свою старшую дочь за чародея замуж, который сшил ее крылышки. Все готовились к помолвке. И вот за ужином мать-королева спросила свою старшую дочь, как она все это время жила и где пропадала. Конец 3 главы. Мои дорогие друзья, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Тогда мы с вами снова встретимся. А пока я с вами прощаюсь. До следующей главы, мои дорогие друзья.